Серия X, мне кажется, самая необычная серия у Ubin. X3 выглядит вот таким необычным образом, у него еще и голова вращается. X4, у которого всякие крутящиеся переключатели, получился отличный фонарик. Кстати, я его даже использую на велосипеде. Но вот X5 у них получился, я думаю, самый DC-шный. Он сделан в форме длинного плоского фонаря, у которого есть, так сказать, тактические клавиши. Удобно ложиться на карман, но давайте разберемся, так ли это. Всем привет, погнали смотреть, чем же хорош данный фонарь. Итак, у него есть две модификации с лазером 3R и с лазером первого класса. 3R, естественно, мощнее, дальше мы посмотрим насколько, но он продается только в Канаде, в Америке, ну еще в Австралии. А в остальных странах вы получите лазер первого класса, это как плюс, так и минус. Итак, характеристики данного фонарика. У нас есть минимальный режим 1 люмен, далее 50, 150 люмен, 350 и максималочка 1300. Есть 2-ваттный ультрафиолет. И зеленый лазер первого класса, мощность у него 0,39 мВт. И если бы это был 3R, у него было бы 5 мВт, то есть больше, чем в 10 раз мощнее. Но давайте распакуем, потому что фонарик принесли уже час назад, а я до сих пор его еще не распаковал. Меня это беспокоит. Заметьте, дизайн коробки очень интересно сделан. Итак, ушки отогнули, фонарик открыли. Так, а что там еще хорошего, кроме фонарика? Давайте достанем фонарик. Аксессуары. Это, видимо, от темляка. Кстати, в последние все серии они ложат вот такой интересный темляк. В последние все довольно дорогие серии. Разъем Type-C, Type-C. Можно передавать данные, можно делать быструю зарядку. Выглядит бомбезно, по качеству хороший. Ну, из нюансов он металлический, имеет острые грани. У нас есть ключ, видимо, клипсу можно менять местами. Большая инструкция на 8 языках, но так как технические расшифровки идут только на китайском и на английском, я думаю, стоит смотреть на английском. Здесь же мы видим, что клипсу реально можно менять. И, наконец-то, сам фонарик. А он довольно-таки внушительных размеров, и, как всегда любят Ubin, он весь такой себе угловатый. А светодиоды у нас такие. Справа идет основной светодиод Luminous SST36F, температура 5000, слева 2-ваттный ультрафиолет и по центру лазер первого класса. Все это прикрыто просветленным стеклом. Все это довольно глубоко утоплено, то есть даже вот так вот пальцем я докоснуться не могу до него. Будет чистым и целым. Клипсу, как мы видим, можно переставлять с одной стороны на другую. Не знаю зачем, возможно для более удобного хвата. На обратной стороне имеем две клавиши управления. На тонкой стороне имеем переключатель блокировки основного света и ультрафиолета. Ходит туго, имеется щелчок, видим светодиод, который отображает режимы. И также зарядка Type-C, прикрытая вот таким вот щелкающим переключателем. Клипса массивная. Но это все не главное. Главная же фишка данного фонаря — это, конечно же, съемный аккумулятор. Он блокируется, нам нужно его вверх разблокировать и нажать. И вот таким быстрым движением мы извлекаем аккумулятор, у которого емкость 1200 мА, 4,4 Вт. Это для тех, кто берет фонарик на всю жизнь и хочет менять аккумулятор. Но это не основная фишка. Съемный аккумулятор. Основная фишка — сюда можно поставить обычные 3А батареечки. Кстати, по самой крышке, смотрите, она соединяется с корпусом 4 подпружиненными контактами, имеет позолоченную пружинку и вот такой вот неподпружиненный контакт, минус-плюс. Кстати, вес, указанный на коробке, около 100 грамм, указывается без аккумулятора. Давайте взвесим и проверим. Да, 101 грамм. И практически 128, если добавить аккумулятор. А если же мы добавим 4 батареечки, получим 146 грамм. Неправильно вставить аккумулятор не получается, потому что у нас есть с одной стороны шип, и он мешает нам накосячить. Ух ты, туго закрывается. Блокируем. Толщина без клипсы 15,9 мм. Ширина в самом широком месте 33,8 и длина 135,5 мм. Осталось проверить, работает ли он. Включаем основной свет, нажимаем клавишу, все работает. Ушел на тестирование, для вас это займет буквально пару секунд. Уже 2 недели я свечу данным фонариком. Он довольно-таки удобно сидит на кармане за счет вот такой вот широкой клипсы. Вот таким образом это все дело выглядит. Садится на карман он отлично, как с внешней стороны, так и с внутренней. Причем, когда я его цепляю с внешней стороны, это довольно-таки удобная получается подсветка под ноги. И, к примеру, когда выхожу из подъезда, если вдруг какие-то проблемы со светом, либо же где-то выгуливая собаку, то можно не держать в руках и просто ходить, закрепив на карман. И кроме тактильного восприятия еще есть звуковое. И, в общем-то, переключатели мне понравились.
И, конечно же, в режиме замка идет полное блокирование всех клавиш, и какую бы клавишу вы ни нажимали, никакой реакции не будет. Ни лазер, ни включение света. В общем, вполне себе удобная функция, в кармане случайно не включится. Что было замечено по этому крутящему переключателю. Итак, мы включаем основной режим, включаем фонарик и начинаем передвигать в режим замочка. Фонарик выключается и при передвижении в другой режим, естественно, не включается. Вывод можно использовать также для выключения данную крутилку. Но если мы включаем полунажатием, переходим в средний режим, далее переходим в основной, у нас фонарик работает. Вполне логичная схема, хотя я, наверное, сюда бы поставил клавишу переключения режимов яркости. Было бы еще удобнее, вот так вот держите и переключаете, а так можете только клацать. И получается, что клавиша на торце, вот эта вот утопленная, отвечает только за включение, либо же за выключение лазера. Лазер первого класса — это не сильно яркий лазер, а вот таким образом он светит, к примеру, в комнате днем. Его видно, но яркость находится не на избыточном уровне. Хотя для игры с собакой, либо же котом этого вполне себе достаточно. Но это основная сфера применения лазера. Далее у нас идет ультрафиолет. И ультрафиолет, вот как вы видите, не сильно его видно, но он припекает в руку, а значит он довольно-таки мощный. А то, что его не видно, значит у него практически нет лишней засветки. Вот таким образом это все выглядит в ванной. Как видите, все следы жизнедеятельности можно найти. Все пластики, которые должны светиться, светятся, причем некоторые даже с избытком. По итогу имеем хороший 2-ваттный ультрафиолет, который и подпорченные вот такие вот фрукты может идентифицировать, но если вы сами не видите. И очень хорошо заряжает, к примеру, светонакопительные элементы. И купюру даже днем можно с помощью данного ультрафиолета проверить. Идет небольшой пересвет, но в реальности, вот, к примеру, тут звездочки, всякие элементы, вставочки, все, что должно светиться, светится хорошо. И даже посмотреть, как же Samsung клеит свои дисплеи. Лично мое мнение, ультрафиолет, если его можно поставить, то его нужно поставить. И, конечно же, давайте рассмотрим основной свет. Куча режимов. Начнем с минимального. Это 1 люмен. Также есть у нас 50, 150, 350 и 1300. И тут возникает вопрос, как долго он светит в 1300. Давайте смотреть. Включаем на максималочку и смотрим, что приблизительно к 20 секунде мы теряем около 10%. И потом потихонечку яркость начинает падать, 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 падать. И где-то к минуте мы теряем приблизительно 2,5 яркости. То есть получаем обещанные 400 люмен, которые еще минуту светили, дальше стало неинтересно замерять, но упадут они в 350, ну и ладно. Итого практически без потерь, в максималочке мы имеем около 30 секунд. Световое пятно у нас идет классическое DC-шное, идет равномерный центральный круг и боковая засветка не сильно широкая. То, что видит глаз, около 100 градусов. Рабочая дистанция с хорошим засветом около 50 метров. Вот таким образом данный фонарик светит в лесу. И если на одном люмине мы что-то видим, то на 50 уже вполне себе просматривается территория до 10 метров. Далее 150 еще добавляет метров 10. 300 люмен уже хорошо освещает территорию. Ну и кратковременно можем все это дело повысить до 1300, тогда, конечно же, все полностью освещено и видно как днем, но это закончится через 30-40 секунд. А есть ли в нем стробоскоп, спросите? Конечно, есть. Правда, в него не так быстро можно попасть. Изначально нужно включить фонарик и потом 2 раза нажать. Стробоскоп довольно матерый, вот таким образом он выглядит на улице. Небольшой нюанс, который я заметил, иногда после того, как вы вставили батарейки, либо же назад вернули аккумулятор, фонарик может не включиться, но нужно открыть, закрыть крышку и все дальше работает нормально. Вот я вставил батарейки, сразу не включилось, а буквально секунд через 5-10 включилось. Возможно, системе нужно подумать и посмотреть, почему же поменялось напряжение, ведь 4 батарейки это все-таки 6 вольт. Что интересно, на глаз я практически не нашел отличий по яркости работы батареек, если их сравнивать с аккумулятором. Поставил я обычные недорогие, ну естественно не солевые батарейки. Конечно, я решил проверить, как все это дело светит. Довольно простой способ замера. Светим в потолок, а отраженный свет фиксирует телефон. Вот это аккумулятор. 50, 150, 300 и максималочка. А вот таким образом он светит от батареек. 50, 150, 350 и максималочка. И, как вы заметили, кроме максимального режима, там где есть небольшое падение, порядка 20% яркости, в остальном же разницы между батарейками и аккумулятором вообще никаких. Паритет до максимального режима. Заявленная дальность света около 200 метров. В реальности, например, реальность в городе, где есть боковые засветки, я проверил вот таким образом. На стоянке светит данный фонарь 1 люмен, потом мы включаем
50 люмен, 150 люмен. И вот 300 люмен уже идет засветка порядка 50 метров вдаль. А если включаем максимальный режим, то да, он светит где-то до 100 метров, но на 100 метров уже мы отраженный свет не так уж хорошо видим, поэтому 200 метров это для полностью неосвещенных территорий где-нибудь за городом. А возле небольшой речки вот таким образом работает данный фонарик. 1 люмен, 50 люмен, видно только берег, 150 люмен уже просматривается вода. Если же включаем 300 люмен, видим соседний берег. Ну и для того, чтобы видеть, что под водой и хорошо видеть, что на соседнем береге, включаем максималочку. И вот тут уже яркости вполне себе достаточно. Темляк, который идет в комплекте, штука отличная. Вот такой довольно длинный Type-C кабель двухсторонний, с помощью которого можно как заряжать, причем быстрой зарядкой, так и передавать данные. Но, если честно, вместе с этим фонарем я его не носил, потому что не очень мелкий и как бы не совсем я понял, зачем он будет нужен мне. Хотя для тех, кто любит ходить с темляком, я думаю, это хороший подгон, такой многофункциональный темлячок. А так как нам в комплекте положили вот такой шестигранник, то давайте попробуем, что будет, если переставить клипсу. Может быть, с этой стороны будет посимпатичнее. Этот шестигранник подходит только к этим двум винтикам. К остальным не подходят, они более мелкие. Вот таким образом он смотрится полностью без клипсы. Давайте поставим на другую сторону. Затягиваем. Особой разницы я не вижу после перебрасывания клипсы, хотя теперь удобнее носить в левой руке. Да, немножко удобнее носить в левой руке, потому что вот эта вот клипса попадает внутрь руки и как-то удобнее становится. То есть, если носите в левой руке, ставите сюда клипсу, носите в правой, ничего не делаете и оставляете там, где было. И, конечно же, я решил его проверить в очень сложных условиях. У нас есть с двух сторон ограниченная дорога с паразитной засветкой от фонаря. Итак, включаем на 1 люмен, что-то видно под ногами. Включаем на 50, уже на несколько метров хорошо просматривается. 150, порядка 10-15 метров. 300 люмен и темный участок уже в принципе весь освещается. И на полной яркости, как мы видим, все отлично видно, но дальше, чем паразитная засветка, он не пробивает, что говорит о том, что нет ярко выраженного центрального луча. В общем-то, это логично для DC-шного фонарика. По итогу мы имеем довольно интересный плоский фонарик с двойным питанием. И, если честно, такое питание я встречаю первый раз. Фонарик плоский, у которого есть съемный элемент. Это, наверное, первый фонарик, который я встретил. Из плюсов, конечно же, можно использовать как батарейки, так и аккумулятор. Ну а из минусов, если бы он был не съемный, то емкость была бы не 1200, а, наверное, 1500. Но для тех, кто переживает, что аккумулятор может и умереть, и фонарик придется выбрасывать, либо заморачиваться с нахождением аккумулятора, такой вариант использования двойного питания может быть интересным. И, к примеру, если где-то на природе вам срочно нужно зарядить аккумулятор, а зарядить нечем, но при этом у вас есть батарейки, можете сменить и дальше спокойно светить на батарейках. Как всегда, у Ubin получился интересный фонарик. Единственное, конечно, лазер хотелось бы 3R, потому что первого класса не самый яркий лазер, а в основном же отличный плоский DC-шный фонарик получился. И для тех, кому важен вариант замены аккумулятора на батарейки, я думаю, это очень интересный вариант. Особых нюансов не замечено. Брать можно, фонарик интересный.